Привет всем! Сегодня у нас котик Вилли и ночные лебеди. Фильм будет посвящен наблюдению за повадками, наблюдению за поведением животных и птиц. Многие кадры были сняты ночью, в условиях очень слабого освещения, снимал айфоном, снимал в движении, в действии. Поэтому приношу извинения за некоторое не очень достаточное качество ряда кадров. Но оно того стоило. Вы сами в этом убедитесь. Итак, вперед. Вот бестолочи, елки-палки. Где же наша голубка с голубем, а? Сообразительные. Вот, теперь я им сюда буду кидать. Сюда-то, понимаете? Вот сюда. Вот, рыба ест, все, давайте. Давайте. Итак, что у нас происходит? Во-первых, где это? Это Австрия, Каринтия, озеро Осиахерзее. Для тех, кто на канале в первый раз. А вот на берегу озера у нас есть дача, где мы проводим теплое время года. И там лебеди. То есть у нас есть лужайка перед озером, на которой приходят пастись лебеди, утки, водоплавающие птицы. Вот это у нас Максим с подругой. На канале есть около 80 уже роликов про лебедей, про их семьи, про их пары. Есть разные пары, есть фильмы про и Санта-Барбару, и про вот этих всех действующих лиц. Можете посмотреть. Целая биография семейных пар лебединых. Вот это у нас Максим. Его подругу мы пока никак не назвали. Имени у нее пока нету. Вот, как-нибудь назовем, если они у нас задержатся. Вот видите, рыбалка. На озере хорошая рыбалка, полно рыбы. Я там давал в прошлом видео ссылки, как можно сделать запрос и сколько стоит рыбалка. Вода уже теплая. Вода, я вот катаюсь на досках на серфинге, плюс 23. У меня две доски, одна с веслом для сапсерфинга, она с электромотором, и вторая чисто с электромотором, такая скоростная. Вот. Я уже на обеих досках вовсю катаюсь. Лето. Итак, вот смотрите, собака лает, где-то лает собака, и они насторожились. И кот Вилли тоже за ними наблюдал, тоже насторожился. Вот, то есть они про собачий лай все понимают. Это где-то через 2 дома приехали гости. Собачку привезли, такая собачка серьезная, большая, поэтому лебедь на самом деле на озере не боится никого. То есть это птица такая сильная, с характером, вот, и она, в общем-то, на водоеме конкурентов особых не имеет. У нашей лебеди основная пара, которая у нас живет, голубь и голубка, они вывели птенцов, про это есть видео на канале, и они сейчас в заповеднике птенцов подращивают. И пока их место заняли вот эти молодые. Кота Вилли обязательно посмотрю. Итак, а это у нас котик Вилли, Мейн-кун. Наш котик, про которого уже, наверное, 100 видео на канале. Он тоже вот услышал лай собаки и подошел к живой изгороди, лег и там прислушивается, присматривается. Он у нас наблюдатель, он за всем следит. Значит, что касается клещей. У меня вопросов много относительно клещей. Да, клещи в этом регионе есть. Мы Вилли тщательно ощупываем. Просто вот Ирина его ощупывает. В этом году клещей не было, мало клещей. А бывали годы, когда клещей было какое-то значительное количество. Тогда ему на загривок капаем специальную отпугивающую клещей средство, масло специальное. Но самое главное, просто его, когда он приходит домой, его ощупать. И, соответственно, если есть какие-то ползающие или уже впившиеся клещи, их надо удалить. Мы сами привиты, естественно. Здесь это обязательно прививка от энцефалита клещевого. У нас уже 3-я прививка, которая на 5 лет. Их всего делается 3. Первая на год, вторая на 2 года, 3-я на 5 лет. Вот у нас сейчас прививка на 5 лет.
И на следующий год мы должны будем уже по новой прививаться на следующий период. То есть специальная книжечка такая прививок. Это все контролируется нашим семейным врачом. То есть такой семейный врач, домашний врач в районе, к которому мы, скажем так, записаны. И он просто это отслеживает, и мы сами это отслеживаем. Это важно, потому что здесь, да, встречаются энцефалитные клещи. В принципе, ограничивать как-то кота в его свободной жизни из-за клещей смысла нету. Достаточно просто применять какие-то элементарные меры предосторожности. Видите, котик кайфует. Эти кадры, мне очень понравились самому. Я уже немножко другой ракурс использовал в одном из прошлых видео. Наблюдая за котом, можно рассуждать на самом деле на самые разные темы. Я по вечерам смотрю видео, я немножко вам расскажу потом про фильмы. В общем-то, что я сейчас смотрю. Кроме того, предстоит стрим. Я сделал объявление в разделе сообщества. Пожалуйста, задавайте вопросы к стриму. Стрим состоится в 20-х числах июня. А сейчас мы с вами плавно переходим к ночному визиту лебедей. Видите, это у нас, они ходят регулярно, при этом они могут прийти рано утром, бывали визиты в 7 утра, в 7:30. Они как доплывут, так и заходят. Мы их не ограничиваем, они щиплют травку, мы им даем сухой корм для водоплавающих. Все. Смотрите, а это диспозиция, которая будет потом, чтобы было понятно, что происходит ночью. Это пирс. Там, где лодка стоит, там трава, это тростник, здесь. И там лебеди заходят на участок. И голубь с голубкой, они там же и выходят. По идее, они там же должны выйти обратно в озеро. Эти Максим с подругой, они заходят там, но сообразить, что выходить тоже нужно там, они не могут почему-то. Потом мы их научим, в конце будут кадры. Но они к моменту съемки не понимали, что выходить надо там. И они шли по пирсу. А по пирсу там какой вариант? Либо прыгать с пирса, либо сходить по ступенькам, что тоже с их лапами не очень получается. И это проблема. То есть они, по идее, зайдя через тростник, должны через тростник, через траву выйти. А они пойдут по пирсу и запрут меня на пирсе. В общем-то, про это и будет. Смотрим. Так, а это у нас уже ночь, уже где-то 9:30. И уже темно совсем. Камера берет, но плохо. И тут у нас визитеры. Здрасте вам. Эй, вам спать пора уже. Вы куда? Это Максимка с подругой. Да. Ночной режим съемки. Там у нас уже, смотрите, огоньки включились уже. Все. Да. 9:30. Молодцы. И что делать? Они явно поднялись. Травка их не устраивает. Я решил все-таки пойти. А вы мне еще дорогу перегородили, да? Эй, и как мне идти? Давай, разворачивайся. Так, разворачивайся и иди. А что ты тут у Ирины выщипываешь ее растюшки? Ира, она тут что-то твое выщипывает. Еще и шипит на меня. Змеюка. Это сообразил. Это вниз пошел. Да. Так, ты давай за другом своим. Все. Это я в режиме ночной съемки уже. Все, она пошла. Ладно. Давай. А тут у нас тути-фрути. Тоже на перехват пошли. Молодцы, как вас много. Мне надо поторопиться, иначе бестолковые зайдут на пирс.
Вы же на пирсы зайдете, вы же не знаете, как правильно. А так, тут у нас тути-фрути тоже. Так, давай, гоняй уток. И иди сюда. Вот, а я их... Нет. Давай, давай, давай. Вот, молодец. Сообразил. Сюда идите. Вот сюда идите. Вот, они не могут понять. А я им... Хорошо, что у меня тут грабли оказались. Вот, полюбуйтесь. Ну вот видите, это случилось. То есть я так и не смог их убедить пойти через траву, и они пошли по пирсу, и меня заперли. Теперь моя задача выманить их поближе, где глубже. Ну смотрим. Вот бестолочи, елки-палки. Где же наша голубка с голубем, а? Сообразительные. Вот, теперь я им сюда буду кидать. Сюда-то, понимаете? Вот сюда. Вот, рыба ест, все, давайте. Давайте. Так, один плюхнулся. Молодец. И ты давай, бестолочь. Ну что, прыгать-то высоко. Да, а так не дотягиваешься. Давай, прыгай. Ну там вода, там широко, камыш я постриг. Не страшно. Давай, давай. Ну жалко мне тебя, ну что ж поделать, ну если ты не понимаешь простых вещей-то. Эй, голуба. Да, вот там все едят, одна ты не ешь. Все, ничего тебе не достанется, это последнее у меня было, больше у меня нету. А тебе прыгать придется, потому что иначе мы с тобой не разменемся. Давай я тебя Вот так. Молодец, молодец. Но без еды осталось. Да. Надо с ними тренинг проводить, похоже. Подожди, я подойду и стану, ей дорогу перекрою. Ура! Ура! В ней проснулся интеллект. А тут у нас под покровом ночной темноты кот наблюдает за окрестностями. Ладно. Освещение интересное такое. Кот по вечерам сидит на крыше, наблюдает за окрестностями, иногда совершает прогулки, иногда мы ходим вместе. Я, Ирина и кот, мы вместе гуляем. Мейн-кун — это такая порода, которая имеет много от характера собаки. В частности, они гуляют с хозяевами вместе. Вот идут рядом, у ноги. Ну, вот как настоящая прогулка с собачкой. Итак, чем я занимаюсь по вечерам? Вот когда поздно, я ярко выраженная сова. То есть я раньше 12 вообще не ложусь, а обычно, ну, час — это вот нормальное время, когда идут спать, а бывает и 2, и 3, если там за покером засижусь или какое-то кино интересное. Естественно, Ирина, наоборот, у нас жаворонок, она просыпается ни свет ни заря, а ложится рано. Соответственно, мне по вечерам надо чем-то заниматься, и я смотрю фильмы. Сидеть за компьютером, ну, глаза элементарно устают. Вот, поэтому стал смотреть фильмы. И фильмы я пересматриваю все актуальное, что есть такое интересное. А в последнее время стал смотреть сериалы российские. Российские, украинские, которые вот 16, 17, 18, вот этих последних лет. Просто просматриваю, критику смотрю.
Я нашел очень интересный фильм, был «Триггер». «Триггер» мне очень понравился, я просто с огромным удовольствием посмотрел и надеюсь выпустят еще один сезон. Потом я смотрел фильм «Довлатов», я уже говорил, что мне как-то он не понравился. Сейчас я смотрю фильм «Реализация». Это такой детективчик, такой нормальный, крепкий, нормальный такой детектив. Вполне можно смотреть. До этого я пытался смотреть какой-то «Агент особого назначения», но это такая детективная комедия, но в итоге это и не комедия толком, и не детектив толком. Что-то такое, я пару серий посмотрел и перестал, как-то не пошло. Поэтому, если вы можете порекомендовать какой-то, чтобы был не тупой, а такой, каким-то с элементами разума фильм, пожалуйста, рекомендуйте. Итак, на этом сегодня все. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!